Как изменилась Польша за последние 3-4 года? Жизнь в Польше подорожала очень-очень ощутимо. Насколько сегодня тут комфортно жить? Поляки просто ненавидят всех, кто говорит не на польском, всех, кто не их национальности. Польша отказывается от всех мигрантов без исключения. Ужонды все завалены заявлениями. Много военных законов, и все говорят только о том, готов ли ты к войне, что ты будешь делать, как эвакуироваться. Jesteś ojcem i mężem i zastanawiasz się, jak ewakuować rodzinę i majątek na wypadek W? Где тут правда, а где политические лозунги и пустой хайп в интернете? Об этом и поговорим. Небольшая предыстория для контекста, чтобы вы понимали, о чем я говорю и с чем сравниваю. Мы в Польшу переехали в 2019 году из Беларуси и планировали тут уже оставаться надолго, можно сказать, условно, навсегда. И потом, когда случился локдаун, то мы поехали зимовать в Азию, на остров Бали. Планировали пару месяцев там побыть, но так случилось, что остались мы там на 4 года. И вернулись только 1,5 года назад. Соответственно, та Польша, в которой мы жили с 2019 по конец 2020, и та Польша, в которой мы вернулись сегодня, это две разные Польши по ощущению, по восприятию. И первая особенность, которая прям бросилась в глаза, это, конечно же, финансовый момент. Насколько подорожала жизнь. Так еще сложилось, что в 2019 году у нас был доход чуть больше, и качественная жизнь стоила дешевле. Просто цены были ниже в Польше. Это то, за что любили вообще Польшу, что здесь как бы Европа, что здесь классный уровень жизни, европейский менталитет, но очень близкий к нашему, как бы там кто ни спорил, я знаю, что много споров, но я думаю, все понимают, о чем я говорю. И все любили вот за это. Польша это было действительно, но за последние 3-4 года все кардинально изменилось. Сейчас мы вернулись и видим, что цены просто летят куда-то в космос. Про 3i Atlas слышали, да? С какой он скоростью летит? Так вот говорят, что это не межзвездный объект, а польские цены на жизнь. Продуктовая корзина дорожает чуть ли не каждую, не знаю, неделю, там, каждый месяц точно ты видишь изменения. Я вообще не знаю, как сами поляки, что об этом думают, видят ли они это подорожание и то, что стоимость жизни увеличилась или не видят. Об этом многие говорят, но это как бы не секрет. Сейчас в целом в мире, по Европе все очень быстро дорожает. Цены на аренду жилья в Польше взлетели просто куда-то в космос за последние 3-4 года. Цены на недвижимость вообще улетели в стратосферу, там куда-то за соседнюю вселенную. Хотя многие говорят, что еще нельзя сравнивать там с европейскими, типа там Испания, там Британия. Камон, мы по сути и не сравниваем, да, мы говорим о том, как было и как стало. То есть огромные изменения и очень быстрые изменения. Вот о чем идет речь. В цифрах мы сейчас не будем останавливаться, потому что я как раз нахожусь в процессе съемки актуального видео о ценах в Польше. Вот уже много материала готово. Схожу в магазин, все поснимаю, все сравню, покажу, сколько стоит детский сад, сколько стоит жилье, коммунальное, сколько отдаем на дополнительные занятия секции детей, наша продуктовая корзина в самых известных популярных магазинах. Это все будет в отдельном видео, так что, если интересна тема, подписывайтесь. Но резюмируя эту тему, однозначно, бесспорно, жизнь в Польше подорожала очень-очень ощутимо с тем, что было пару лет назад. Отношение к иммигрантам. Последние годы чувствуется в обществе, польском обществе напряжение, нарастающее напряжение в отношении к иммигрантам. И вообще ко всем, к восточным тоже, потому что много белорусов, много украинцев. И, поляки устали. Я вижу это по комментариям, я вижу это вот то, что муссируется в СМИ, в соцсетях. Вот как-то так нарочито подчеркивается вот это ощущение, что поляки устали, потому что они не чувствуют благодарности за то, что как они отнеслись в час нужды, вот, допустим, к украинцам, когда приняли большое количество беженцев. Им это не нравится. Я не буду сейчас принимать чью-либо сторону. Я просто подчеркиваю, что муссируется в соцсетях, в интернет-пространстве. И
я не зря подчеркиваю это уже 3-й раз, что именно в онлайн-пространстве, потому что по факту, вот из личного опыта, честно скажу, положа руку на сердце, вот в реальной жизни какого-то лютого негатива встретить очень сложно. Поляки по факту очень доброжелательный, очень гостеприимный, интеллигентный, добрый народ. Конечно, разные слои общества есть везде. И мне всегда вот на такие высказывания, которые часто говорю на нашем канале и рассказываю, какие у нас классные взаимодействия с поляками, мне говорят, иди-ка ты там на завод какой-нибудь к работягам, у которого 3 класса образования, он там всю жизнь живет в деревне, он тебе скажет, куда тебе спердалить. Ну а зачем мне идти к такому чуваку? Ну ты меня еще к бомжам отправь каким-то или вообще к каким-то маргиналам, которые, не знаю, там просто отбросом общества, которые, не знаю, там наркоманы, алкоголики, вот зэки. Зачем мне туда идти? Я говорю, мы сами обычные люди, мы не в каком-то high-sauce не общаемся, мы там не вращаемся в каких-то элитных кругах. Мы просто обычные люди и общаемся с такими же простыми людьми. Простые поляки нас окружают, соседи в детских садах, вот в оседлях, вот соседи наши, в магазинах. И общаясь, вот соприкасаясь с такими поляками, всегда все хорошо. Но в первую очередь, это я всегда говорил, и еще раз подчеркиваю, не лишне будет подчеркнуть, когда ты приезжаешь куда-то, нужно просто с уважением относиться к стране, к культуре, к языку, к правилам, к законам, платить налоги. Если ты пришел в гости, не забывай, что ты в гостях. И к тебе будет такое же нормальное отношение. А то, что это все муссируется в соцсетях и в медиа, и в интернет-пространстве. Ну, блин, ребята, ну уже давно пора понять, что такое интернет и что такое информационная повестка. Это очень крутые инструменты для того, чтобы отвлекать внимание от каких-то реальных проблем. Этим пользуются политики в борьбе между собой за власть, отвлекая вас от того, что действительно что-то важно, просто закидывая вам кости, люди там грызутся. Поэтому не нужно на это обращать сильного внимания, просто будьте в первую очередь сами нормальным, адекватным человеком, не будет у вас никаких проблем, таких серьезных проблем. Всякое может быть, конечно, нельзя ничего исключать, но я говорю про наш опыт наших знакомых, и очень много вот в комментариях людей нам то же самое пишут. Друзья, для всех, кто собирается переезжать в Польшу или уже переехал в Польшу и живет здесь, мы ведем телеграм-канал. И в закрепленном посте стараемся собирать максимально полезную информацию для жизни, переезда, какие-то плюшки, скидки. Все, что пропускаем через свой личный опыт. У нас уже там контакты очень классных риэлторов по поиску жилья и недвижимости для покупки, аренды. Это контакты наших личных друзей, с которыми мы сами лично контактировали, пользовались услугами, общаемся как с друзьями. Также там есть ссылочка на страхование авто, крутой агрегатор. Уже, кстати, человек 15, наверное, из нашего телеграма, я так понял, воспользовались, потому что ссылка реферальная, я вижу, что люди переходят. Я сам уже 2 страховки там купил. Там стоматологическая клиника, которую мы рекомендуем, где лечились. Там есть домики для аренды со скидками, кстати, с промокодом на скидки. Дома для отдыха по Польше, вот эти такие вакацийные домки очень крутые для перезагрузки. Короче, много пользы в телеграм-канале. И плюс общение, нас там просто много. Мы там записываем кружочки, окошки, какие-то посты, места делимся. Если нужно, какие-то вопросы можете задать, там можно пообщаться между собой, с нами, если на нас нужно каким-то образом выйти для чего-то. Короче, ссылка на наш телеграм-канал в описании. Приходите. Касательно отношения официальных польских властей, то да, сейчас пришел к власти такой консервативный президент, хотя я не разбираюсь в этих названиях политических, но вроде как он консерватор и топит за то, что Польша для поляков, вот такие все вещи, его вот поэтому многие поляки выбрали, потому что вот, как я говорил, начинает нарастать. Да, мы видим, что какие-то ограничения для защиты украинских беженцев, в общем, какие-то срезы выплат там сейчас делают, ну, типа закручивают болты, чтобы было вот как-то более лояльно, сейчас будет менее лояльно. Но, опять же, я как-то не сильно вникаю в эту повестку, но парочку вот каких-то
каких-то супер таких законов громких, кричащих, что там гражданство через 15 лет, все там запретить, всем все запретить, ничего не дать. Потом начинают разбирать юристы, детально читаешь, детально слушаешь, что они там разбирают, что все не так страшно, как эти вот громкие заголовки кричат. Это все политические игры. Но, тем не менее, все же стоит принять во внимание, что действительно какие-то ужесточения по легализации все-таки приняли. И сейчас вот то, что является фактом, я видел тоже в инстаграмах, в этих интернетах, что сейчас ужонды все завалены заявлениями. Я так понимаю, в чем суть ситуации, что многие жили просто в статусе беженства, в статусе защиты или что-то типа такого, и сейчас они все массово стали закидывать ужонды уже заявками на легализацию, и все дела, все кейсы, все рассмотрения всех дел отодвинули на подальше, потому что огромное количество заявок. Но по этой теме я еще раз хочу резюмировать, что да, какие-то изменения происходят, что-то отменяют, что-то утверждают, что-то меняют, но нужно помнить всегда, нужно перепроверять информацию, если вы что-то увидели в интернете, сразу, сейчас все хайпятся, все эти YouTube-каналы, вот особенно которые на этом строятся, на этих новостных повестках, они просто хайпятся. И вот эти вот все пропальщики, знаете, все, всем хана, украинцам, все, осталось 2 дня, там в Польше всех выгоняют. Ну, нет такого. Не знаю, начинаешь разбираться в законе, все там, что-то как-то все не так жестко, строго, страшно, как обычно преподносят блогеры в соцсетях. Что касается работы рабочих мест, я полагаю, это тоже связано с этой всей историей, с ужесточением легализации и оттоком мигрантов, потому что говорят, что на самом деле в последнее время есть некий отток, уезжают мигранты или к себе на родину, или куда-то дальше в Европу, и в Польше как бы освобождаются места. Но так как рынок труда в Польше завязан на иммигрантах, особенно восточных иммигрантах, потому что на самом деле куда ни приди, везде работают наши восточные иммигранты. И как бы это ни нравилось многим радикально патриотичным полякам, все равно грамотные люди все понимают, что если вся вот эта вот рабочая сила иммигрантов, которая сейчас уже на местах работает, приносит пользу, выполняет услуги и делают определенные действия, если они все встанут и уедут, то это место все равно будет кем-то занято. А сами поляки, вроде как я понимаю, да, может быть ошибаюсь, поправьте меня, не стремятся занимать эти рабочие места. Я не экономист, я не политик. Обычное рациональное здравое мышление. Все логично. Более того, пока эти места будут заняты кем-то, будет провал, будет дыра, будет простой. И это все бьет по экономике. Поэтому места рабочие, кстати, я слышал, что освобождаются, особенно квалифицированные рабочие во многих сферах требуются. Это нужно более тщательно изучать, гуглить, ютубить, смотреть у профильных блогеров, которые об этом рассказывают. Я думаю, что если ты хочешь работать и ты согласен работать на ту заработную плату, которую платят, то работы здесь, работу найти можно. Единственное, да, все жалуются в комментах, что, конечно, тут вопрос с заработными платами. Сколько платят, насколько честно, насколько добропорядочные работодатели. И, конечно, если не лукавить, то большой вопрос, хватит ли такой зарплаты, чтобы жить достойно сейчас в Польше с нынешними ценами. А что касается нашей работы, то мы уже 10 лет занимаемся продажей видеоконтента на видеостоках. Мы просто снимаем на видео всю нашу жизнь и продаем это. Это такая рабочая тема, она долго уже работает. Кстати, большинство видео, которые вы видите на этом канале, в наших YouTube-видео, мы используем в своих видео и также продаем их. Поэтому нам часто, кстати, пишут подписчики в комментариях, что видели нас в Инстаграме, в Ютубе, у других блогеров. И мы все время говорим, что мы собственно, и продаем видео для такого использования. Любой человек может зайти на сайт и купить наше видео, то есть лицензию на использование. Это очень длинная, обширная тема, и я записал для подписчиков закрытое видео, оно по ссылке в описании. Я подробно рассказываю, как это все работает и как этому можно научиться, если есть желание. Если интересно подробнее узнать про то, как мы зарабатываем 10 лет на жизнь продажей контента онлайн, и мы не привязаны благодаря этому к какому-то географическому местоположению, то в описании найдете ссылочку на это видео.
военный вопрос. И давайте будем откровенно говорить, что сейчас обстановка вообще в регионе, ну, мягко скажем, напряженная, да? И я тоже вижу, как активно эту тему мусолят все средства массовой информации. За нее взялись и политики, и инстаграмы, все и блогеры, потому что эта тема очень хайповая, она очень сильно триггерит людей. И как мы общаемся со знакомыми, которые глубоко интегрированы в польское общество, у нас много друзей, которые уже практически поляки, уже с паспортами, которые общаются только с поляками, хотя они сами вот выходцы из Беларуси, из Украины, поляки, которые вот с которыми знакомы еще из жизни в Беларуси, которые тоже учились в Беларуси когда-то, то есть это прямо из первых уст. И они так и говорят, что эта тема мусолится очень активно всеми, то есть все об этом говорят, у всех это на слуху. Вот что очень ярко характеризует, что этот вопрос очень остро стоит в обществе, что уже даже таргетированная реклама попадается на тему, а что если война, готов ли ты к войне, на польском языке, да, готов ли ты к войне, что ты будешь делать, как эвакуироваться, то есть реально, я даже сделал захват экрана, вот показываю вам вот такую таргет-рекламу. Jesteś ojcem i mężem i zastanawiasz się, jak ewakuować rodzinę i majątek na wypadek W? Pewno nieraz się nad tym zastanawiałeś. Czy da się przejechać przez granicę? Czy banki zablokują konta, czy bankomaty będą działać? A może będą trzepać każde auto, czy nie ukryłeś w schowku jakiegoś złota? No ale jeszcze trzeba na tą granicę dotrzeć. Jakimi drogami? Czy będą kontrole, korki, czy można je ominąć jakimiś bocznymi, czy wręcz leśnymi dróżkami? Przekraczać autem, pieszo, czy może przez rzekę jakimś pontonem? A może lotnisko? Raczej zapomnij, że kupisz bilet na ostatnie pojedyncze loty, jeśli nie jesteś wysoko postawionym urzędnikiem. Zresztą na bramkach by ci wszystko skonfiskowali, więc to raczej słaba opcja. Do tego ważne jest, jaki kierunek wybrać. Żeby kraj był przyjazny, żeby nie wpakowali cię do jakiegoś obozu przejściowego, albo co gorsza, nie cofnęli z powrotem. Do tego rodzina musi mieć jakieś lokum w dobrej cenie. Przydałaby się możliwość pracy i szybkiej adaptacji w społeczeństwie na wypadek, gdyby miało to trwać kilka lat. Te wszystkie informacje i wiele innych cennych wskazówek, które powinieneś brać pod uwagę, znajdziesz w instrukcji ewakuacyjnej, którą możesz pobrać poniżej. Nie daj się zaskoczyć. Bądź gotowy z wyprzedzeniem. Działaj już teraz. Вот такая вот таргетированная реклама вываливается уже в соцсетях. Поэтому однозначно, что эта тема волнует многих. Ну и как бы странно, что если бы она не волновала, потому что возле границ не так далеко годами идет война, и сюда уже начали залетать какие-то вот эти инциденты с дронами, все это было. И как бы эта тема такая, знаете, иногда с кем-то затронешь, кто-то на тебя так даже с такой, ну, с таким, с усмешкой смотрит, типа, ой, ну что ты, какая война, что ты, как ты. Но по факту все понимают, что точно так же думали все всегда, какая нафиг вообще реальная война. Но тем не менее, под эту всю информационную повестку принимается огромное количество военных законов и огромная тревожность вот в умах людей. И это обсуждается. Понятное дело, что всем людям хочется верить, что не будет катастрофы, не будет ужаса, потому что, странно жить и ждать ужас, да. Но, тем не менее, все понимают, что ничего не бывает невозможного. И это накапливается, это напряжение, вот этот страх и так далее. На этом канале я уже неоднократно рассказывал, как нам нравится Польша. Мне нравится народ. Конечно, везде есть свои плюсы, минусы. Для многих не секрет, что одним из самых главных минусов Польши — это климат. Но, опять же, как мне пишут часто в комментариях, многим нравится такой климат, но сложно тоже отрицать, что когда нет солнца, просто не вырабатывается витамин, и немножко сложно просто там волочить будни, там существовать, потому что, биохимию как бы не отменишь, да, ты можешь бодриться как хочешь, но процессы, которые происходят в организме, это биохимия, это природа. И как бы листок, который желтеет на дереве, потому что ему пришло время, да, потому что так запущены процессы, вот эти молекулярно-биохимические и так далее, он не может сказать: послушай, нет, я все равно я вечно зеленый в душе. Нет, климат влияет на нас всех в большей или меньшей степени. И это все зависит от нашего иммунитета, от здоровья и так далее. Любое место в мире — это система
противовесов, плюсов и минусов. И каждый сам выбирает себе место, где ему, на его взгляд, безопасно, хорошо, уютно, комфортно. И мы все обязаны делать то, что хорошо для нашей семьи, для наших детей, заботиться о себе тоже, вот как бы никто не отменял. Подписывайтесь и увидимся в новых. Пока.